Что нам предстоит увидеть в сегодняшнем ролике? Свое привет всем я скажу позже, а пока просто смотрим. Как интересно было. Утки разборку устроили. Так, а с рыбой у нас просто какая-то. Так, вот утки. О, так. Отлично. Привет всем! Это очередное включение с озера Осях в Австрии, в Каринтии. Дачный карантин. Сегодня будем заниматься одним дачным делом. Мы будем приделывать скворечник. А второе дело, оно и дачное, и городское. Пришел новый пылесос. Будем его испытывать. Посмотрим, что он умеет. Я делаю много всяких дачных дел. Набралось много съемок по нашему саду. Хотя еще весна, еще цветов особенно нету, но под тюльпаном, под драцене, которые у нас в доме, внутри дома огромное количество, орхидеи и так далее, набрался некоторый цветник для рубрики «Наш сад». Ее сделаю в следующем фильме. Итак, сегодня скворечник приделываем. У нас уже есть один скворечник, мы его поставили в прошлом году. И на удивление, мы боялись, что птицы испугаются. Скворечник прямо под крышей дома. Но нет, не испугались. И в прошлом году 2 семьи птичьих вывели там птенцов. То есть у нас было там 2 выводка. Вот. И это все находится за стеной, за окном от моего кабинета. Я слышал, и как они там все организовывали, слышал стук, как они там клювами, слышал потом писк. Ну, это было вообще. То есть сидишь в кабинете, и эти там пищат. Родители им носили червячков. В общем, все было очень такое по-настоящему. И мы решили в этом году приделать еще один скворечник и гнездо для ласточек. Вот. Решили повесить еще один скворечник. И там специально для ласточек, да? Это гнездо для ласточек. Гнездо для ласточек. Вот. Сейчас я наведу на него. Вот это вот у нас тут, это гнездо для ласточек. Вот. А у этого скворечника не хватало жердочек. Вот мы сейчас приделываем жердочки. Да. Вот. О, ура! Для ласточек. Хорошо. Вот, приделываем жердочки и скворечник будем вешать. Вот. Лестница уже стоит. А вешать будем туда. Вот. На балку вот эту под крышу. Потому что у нас нет толстых деревьев. Ну да, деревьев таких нет, чтобы скворечник повесить. Ну, а с другой стороны дома у нас один скворечник висит, он очень популярный. В прошлом году там вывели, мне кажется, 2 раза. Да, 2 раза. 2 раза вывели, да. Ну, посмотрим, как в этом году. То есть в том-то точно будут гости. Вот. А в этом посмотрим, как он. Видите, вот это металлическое круглое. Вот. Это против дятлов. Чтобы не раздолбали. Тут дятлы есть. Они вот так злодействуют. Они не только здесь есть. Ну, они, да, они Они такие. везде. Такой прекрасный домик. Повесила, потому что вот они ласточки, они все время на этом проводе сидят. Ну, давай туда. А к чему туда? К этой вот так боком. Боком? Да. К стене-то не получится. Нет, они их не боятся. Они скорее не отпугивают их, они скорее всего, ну как, обозначивают, что там стекло, и чтобы они туда не летели.
А так-то они их не боятся. Почему не боятся? А мы с Ириной говорили про это окно. Видите, сначала мы наклеили ласточек, вот такие черные трафареты. Этого оказалось мало. Все равно они, ну, иногда стукались об стекло, и тогда повесили вот эти ленточки. С ленточками, вот с этими стало нормально, они больше в окно не ударяются. В общем-то, работает. Не забудьте лайк поставить. Вот это Ласточкино гнездо. Посмотрим, получится или нет. Вот смотрите, это съемки прошлого года. Вот одно из семейств. Там одно за другим два разных семейства вывели птенцов. Вот так, кормили их. А там же рядом кормушка у нас. Оттуда семечки брали. Червячков опять же. Вот, а это съемки этого года. Видите, я тоже в этом случае я сам укреплял вокруг отверстия вот эти металлические там полоски, шурупы. Вот, и сам делал вот эти у них жердочки. Тоже оказались очень полезные. У нас кот Вилли, он не очень сильно линяет, но тем не менее какая-то шерсть есть. Вот это Вилли у нас во всей красе лежит, вылизывается. Вот ему в помощь пылесос. А кроме того, ну, все равно жизнь в доме означает, ну, некоторое количество, причем у нас такие витринные, огромные окна, двери, которые выходят прямо на террасу, а все равно какой-то мусор попадает. И робот-пылесос в данном случае это хорошее решение. У нас был 2 года робот-пылесос. Это производство американской компании iRobot. Ну, такая хорошая штука. Надежная. Мы довольны абсолютно. Который, в общем-то, справлялся. Но сейчас на компании Universal, которая высылает всякие такие интересные товары, была скидка. Мне пришел купон на 15% скидки. Мы его отоварили вот через покупку такого новой модели пылесоса робота, который отличается от старого, ну, целым рядом характеристик в лучшую сторону. Я вам про них расскажу. А старый пылесос отправляется в Вену. Вот когда мы сможем опять поехать в Вену, когда совсем-совсем уже эти карантинные дела закончатся, я надеюсь, ну, мы его отвезем в Вену, пусть работает там. Пусть пылесос работает. Я пока немножко вам расскажу, что к чему с коронавирусом, с нашей самоизоляцией и всем остальным вообще. Прочитал вчера в газете интересную новость из Австралии. Вроде как австралийцы определили, что одно средство против чесотки за 48 часов убивает вирус, и все. Вот такое чудесное лекарство. Ну, посмотрим. Они сейчас проводят клинические испытания, насколько это у них получится. Вот видите, пылесос ездит великолепно. То есть он сам определяет маршрут, у него какая-то там есть программа, какая-то логика. И он, в общем-то, во все укромные уголки может заползти. Вот смотрите, сейчас я ему дал команду парковаться. Вот. Это он делает, ну, просто смотреть одно удовольствие. И отличие от прошлой модели в том, что здесь базовая станция вытягивает мусор из вот этой подвижной рабочей. И потом ты просто мусор забираешь из базовой станции удобно. Потому что вот у старого пылесоса была проблема, что его вот вытряхивать мусор, который он там засосал, и чистить его, ну, это было немножко муторно. Сейчас все просто. Вот смотрите, сейчас он заберет мусор. Вот базовая станция мусор забрала из вот этой подвижной части. И вот музычка сыграла. И все, готово. Пытаюсь снять рыбу, а мне утки не дают. Без конца какие-то разборки. Рыба, вас уже руками доставать можно будет скоро. Никакая удочка не нужна. Так просто зачерпывать буду, кастрюлей сразу. Ага, там продолжается разборка уток и
Ладно. Ну чего вы боитесь-то? Эй, дорогие. Бояться будете, ничего не достанется. Где остальные-то все? Ага. Там конкуренция плывет. Ну, он будет несолоно хлебавший. А вот, наконец-то, подоспела лысуха. Да. Ну, все. Лысуха, ты где задержалась? Чего ты пропустила все самое интересное? Помимо постоянных, так сказать, терок с лыцухой, уткам приходится выдерживать натиск конкурентов. То есть постоянно появляются другие пары, которым наш заливчик, наша бухта нравится и которые хотели бы тут поселиться. Ну, наши утки им дают отпор. Всех разогнала. Вот ты подумай какая. Вот всех гоняет. Эй, Причем вот я наблюдаю на дню по 3-4 вот таких у них конфликта с соседними утиными парами. ладно, некогда мне с вами. Пойду речь говорить. Итак, вперед. Ага, я уже покормил уток. Потом подоспела, естественно, лысуха. А сейчас день. Но, видимо, они как-то слышат. Видимо, мой голос над озером разносится. И лебедь тут как тут. Сегодня приходил уже голубь, получил все, что ему положено. А это у нас голубка заявилась. Ладно, так что будет сеанс кормления. Голубка, повезло тебе. У нас наконец-то по-настоящему потеплело. Днем уже 22-23 доходит. То есть хорошо. Ну, будем надеяться, лето немножко скрасит вот эту странную весну. Вот она наша звезда. Дорогая, тебе каких дать? Хороших? Давай хороших дам. На. Так, ути-ути. Так, а вот все остальные, вот у нас все остальные, они, естественно, тоже здесь. Вот, полюбуйтесь на них, вся компания в сборе. Вот, лысуха уже всех, естественно, разогнала. Лысуха молодец. Ей палец в клюв не клади. Голубка, а чего по одному-то ходите? Голубь сам пришел, ты сама. Вы что там, на гнезде, что ли, местами меняетесь? По очереди сидите, что ли? Ты меня не пугай, пожалуйста. Неужто решили завести все-таки? После всей вашей Санта-Барбары, ну да, завести птенцов — это хорошее решение. Ладно. Но они действительно приплывают по очереди. С утра голубка, к обеду вот голубь сам был. Теперь она опять сама. Ну, выдается свободная минутка, и значит надо к нам, да, подкрепиться. Ну давай. Ну что ж делать? Будем тебя подкреплять. Так, утки, держите, чтобы не говорили. Вот зрители за вас, между прочим, переживают. Говорят, уточкам тоже давайте. Вот даю. Вот. Только вы не зевайте там, потому что там рыба половину склевывает. А на рыбу я вот никак не договаривался. Ну вот, видите, вся компания в сборе. Все получают. Ну что, ты довольна, радость моя? Или еще хочешь? Интересно, конечно, будут ли у них птенцы или нет. По идее, в этом году у них должны быть птенцы. И сейчас потеплело, сейчас уже как бы самое время. Ладно, посмотрим. Если что, давайте внимательно только. Приводите. Познакомимся. Давайте. Все. Пойду рассказывать про скворечник и про пылесос. Какой интересный каток, камыш отражается в воде. Ну, мне предстоят другие дела по дому. Все-таки буду делать ограду в расчете на котят. Весной, конечно, уже не получилось.
в связи с вот с этими карантинами. Мы котят хотели брать из Украины. А теперь откладываем все это до осени. А я пока займусь все-таки подготовкой. И вообще жизнь продолжается, несмотря на карантин. И птички в скворечник прилетят. На этом все. Подпишитесь, пожалуйста, на канал, включите уведомления. Не забудьте поставить лайк. Будьте здоровы, внимательны и успехов вам!